Для узора нужно набрать нечетное число петель. У меня сейчас 11 петель на спице. И перехожу к вязанию первого ряда. Первый ряд будет установочный, в раппорт он не входит. Итак, первая петля кромочная, ее снимаю не провязанной. И дальше чередую 1 изнаночная, 1 лицевая. Опять 1 изнаночная, 1 лицевая. И лицевую, и изнаночную я вяжу классическим способом. Если вы вяжете изнаночные по-другому, то рекомендую для этого узора все-таки вязать их классикой. Здесь это влияет роль. Дохожу до конца ряда, последняя петля изнаночная, и самая последняя петля это кромочная. Ее я провязываю лицевой. Переворачиваю изделие и перехожу к вязанию первого ряда раппорта. Первый ряд изнаночная сторона. Первую петлю снимаю, это кромочная, и дальше чередую так: 1 лицевая, 1 изнаночная с 2 витками. Вставляю спицу в петлю, как в обычную изнаночную, вот так, справа налево, подхватываю рабочую нить, получается 1 виток, подхватываю рабочую нить, получается 2 виток. Давайте еще раз. Вставляю, подхватываю 1, подхватываю 2 и вытаскиваю в спицу. Вот получается петля с 2 витками. Лицевая. Опять вставляю, подхватываю 1, подхватываю 2 и вытаскиваю. Вставляю. Пальцами я помогаю не соскочить виткам со спицы, да? Таким вот способом. И вот она, изнаночная с 2 витками. Изнаночную, напомню, что я делаю классикой, и именно с 2 витками мне показалось, что делать классикой изнаночную проще. Дохожу до конца ряда, последняя петля в раппорте лицевая, и самая последняя это кромочная, она тоже лицевая. Переворачиваю изделие и перехожу к второму ряду раппорта. Второй ряд лицевая сторона. Итак, первую петлю снимаю, это кромочная, ее снимаю не провязанной. Дальше изнаночную провязываю опять изнаночной, классической. Вот так. А дальше будет вот та самая петля с 2 витками, которую мы делали в предыдущем ряду. Итак, смотрите, здесь нахожу 2 ряда ниже. 1, 2, вот оно пространство на 2 ряда ниже. Вот так. То есть справа от этой колонки завожу спицу на 2 ряда ниже. Вот так. Вставляю спицу в петлю снизу вверх. Сбрасываю петлю с левой спицы и дальше вывожу эту петлю вот так в это пространство на 2 ряда ниже. Должно получиться вот так. Изнаночная. Опять завожу петлю в пространство на 2 ряда ниже. Вот так. Спицу снизу вверх в петлю. Сбрасываю и вывожу петлю в это пространство. Здесь можно ниточку немножко поправлять, если ваша спица ее будет расслаивать. Потому что движение не самое простое. Изнаночная. Опять спицу в пространство на 2 ряда ниже, справа от колонки, от лицевой колонки, в петлю снизу вверх и вывожу, как бы выкручиваю эту петлю вот так. Изнаночная. И опять на 2 ряда ниже и вывожу петлю. Поправляю ее, если она немножко слоится. Вот так. Последняя петля изнаночная и кромочная. Это был второй ряд раппорта.
И дальше перехожу к вязанию третьего ряда раппорта. Третий ряд — изнаночная сторона. Первую сбрасываю, это кромочная. Чередую лицевая, петля с 2 обвитиями, изнаночная. Опять лицевая и опять петля с 2 обвитиями, изнаночная. И опять лицевая, петля с 2 обвитиями, изнаночная, лицевая, петля с 2 обвитиями, лицевая. И последняя петля кромочная, которую я вяжу лицевой. И четвертый ряд раппорта. Лицевая сторона. Кромочную сбрасываю, не провязанные. Дальше изнаночная, которую я вяжу классической изнаночной. И дальше опять вот эта петля с 2 витками. Теперь мы делаем ее не вправо от колонки, а влево от колонки. Все то же самое. На 2 ряда ниже завожу спицу в пространство. Снизу вверх вставляю в петлю, сбрасываю со спицы и вывожу в это пространство. Вот так. Заметьте, эту петлю я потом не провязываю. Нить идет за работой, как в предыдущем лицевом ряду, так и в этом лицевом ряду. Да, я в прошлый раз этого не сказала. То есть нить проходит рабочая за петлей. Изнаночная. И опять в пространство на 2 петли, на 2 ряда ниже, подхватываю петлю и вывожу ее. Изнаночная. В пространство на 2 ряда ниже, слева от лицевой петли. Подхватываю петлю, вывожу ее. Изнаночная. И опять последний раз у меня остается. Подхватываю петлю, вывожу ее и изнаночная. Последнюю кромочную я провязываю лицевой. Вот, посмотрите, появляются эти волны, горизонтальные волны, и чередуем так с 1 по 4 ряд на нужную высоту. И вот как выглядит уже большой образец, связанный этим узором. Здесь вертикальные волны. Узор очень похож на платочную вязку, только идет в перпендикулярном ей направлении. Да? Платочная вязка шла бы у нас вот так волнами, горизонтально. А здесь волны идут вертикально. Посмотрите на его изнаночку. Изнаночка здесь совершенно другая. Здесь вот такая изнанка. Мне кажется, отличный узор для шапочек, для снудов, для кардиганов, может быть для шарфика, для каких-то зимних вещей, для свитеров. Вот такой интересный узор, который идеально имитирует платочную вязку, но в противоположном направлении. Смотрите, как он тянется, да? Надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно было для вас полезно. Не забывайте про лайки, подписку. Оставляйте комментарии, если что-то было непонятно. Спасибо за внимание. Пока-пока.